Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Спасибо. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И лайки сами сегодня поставят. Не стесняйтесь, товарищи, ставьте лайки. Благодарю. Тема сегодняшнего расклада: женский взгляд на вас. Какой вас видят женщины? Рассмотрим сегодня, что женщины говорят о вас, что думают о вас и как эту информацию, полученную, максимально для себя успешно применять, да? Для начала сделаю вашу сигнификацию. Если резонирует, значит есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая вы? Какая принцесса пришла на расклад? Какая вы? Капец. Паутина, паучки какие-то, карта позиции. Очень часто мне эта карта на вас выходит на сигнификацию. Я называю ее муза, яркая, вдохновляющая женщина, которая зажигалочка такая, знаете. Не обязательно, повторяю, тут будут идеальные, там, уж не знаю, черты лица, да, там параметры фигуры, там 90-60-90. Не обязательно. Тут энергетика. Тут вот, я говорю, как райская птица. Очень талантливая, кстати, девочка. Тут с чувством юмора все в порядке. Такая женщина, она в компании привлекает всегда взгляды. Умеете поддержать разговор, умеете на себя сфокусировать внимание. Как-то так. Вот тут такая женщина, которая интересна. Не обязательно даже мужчинам. Тут женщины с вас очень многие берут пример. Умеете комбинировать там элементы, как это правильно сказать, туалета своего, да, гардероба, как-то миксовать. Очень необычная девочка, да. Тут не обязательно говорить красивая, там, понятно, стандарты красоты очень многих различаются, да, как надо с моим мужем начинаем там. Мне, как правило, почти все женщины мне красавицы, красотки, да. Очень редко, когда мне внешне, вот так вот, я не знаю человека, мне она почему-то вызывает женщина неприязнь. Это так редко, это такая редкость вообще, может быть, на 1001. Я вообще не анализировала, но это очень редко бывает. Обычно мне все красивые, каждая по-своему. Я когда-то иногда там начинаем с мужем, там, он мне спрашивает, да, там, где там, допустим, иногда где я провела время, вот, я там характеризую новую какую-то там знакомую свою. Я описываю ее там, ну вот как там лань, глаза такие красивые, там, вот у нее так. А потом при встрече личной мой муж так на меня смотрит из-под лоба и говорит: да где же та лань, да где же эти глаза, да о чем ты? Ну как-то, понимаете, потому что у всех разные стандартные параметры этой красоты. Тут я просто говорю, что вы привлекаете к себе постоянное внимание, вы необычная, я же говорю, энергетика такая, цепляете. При этом девочка, вы знаете, как подчеркнуть свои какие-то сильные там стороны во внешности, как я иногда говорю, да, когда особо. Бывает так у всех, да, смотришь на себя в зеркало, понимаешь, тут что-то я сегодня не очень нравлюсь, хотя, конечно, я богиня, да, ну, конечно, но сегодня что-то я не очень себе нравлюсь, и я так, если там собираемся с подругами, когда я говорю, ничего, сегодня будем брать энергетикой, вот это об этом, но тут всегда, как будто врожденное это у вас. Так, извините за лирическое отступление, ох, ну, конечно, принцессы. Так, смотрите, на вас вышло это самое, я уже это вам расписала в цветах и красках. Девушка, которая привлекает какие-то взгляды. Но тут я вам хочу сказать, тут есть еще в отношении вас и люди, которые не особо, как вам сказать, к вам питают нежные чувства, да, тут какая-то оппозиция. Сейчас, может быть, это какие-то тут у нас, сейчас я уточню, о чем это. Тут какая-то паутина, пауки какие-то. О чем это? О чем это? Ничего не понимаю, да? В каком-то мультике Колобки, по-моему, такие были. Да? Тут
такие странные какие-то карты. Хорошо. Ладно. И первая мне какая в голову мысль пришла вот это. Хотя тут, так знаете, можно двояко это прочитать, эту карту. Но мне это как будто бы история о том, что женщина, которая сейчас старается, как вот этот паучок, да, как-то выстроить собственную жизнь, свои какие-то приоритеты уже четко очерчены, да, вот имеет в жизни. Опять-таки, это больше материалка, стабильность, это больше уверенность в завтрашнем дне. Это какое-то желание чувствовать себя, ну, несмотря ни на что-то, ни какие-то там потрясения вообще в глобальное, в мире, да, в сообществе каком-то, может быть, в семье, несмотря на все это, как будто бы вы хотите опираться на саму себя. Вот тут такая мне идет женщина, которая пытается сделать вот эту опору на себя. Может быть, сейчас максимально задумались там о смене рода деятельности, может быть, вообще о своем будущем, да, чем вы хотите заниматься. Желательно, чтобы в этом вы кайфовали, да, от этого, и плюс это материалку вам приносило. Как-то сейчас больше, мне кажется, вы как-то материально больше задумываетесь. Ну, может быть, в моменте, может быть, какие-то строите планы, да. То есть не так, что вы прямо там живете эмоциями какими-то. И вот как одним днем, да, как мотылек какой-то. Нет, тут как будто бы женщина планирует что-то. Вот эта карта. Почему-то мне тут показаны какие-то пояснения отношений. Какие-то у вас оппоненты, кому-то что-то вы доказываете, тут прям отстаиваете свое просто, может, видение мира, свое право на это видение, свое право на проживать жизнь так, как вы этого хотите. У кого-то это связано, вот какие-то баталии, опять-таки, ссоры, выяснение отношений, почему-то с карта дерева, это все-таки близкие люди, родные. Как-то, не знаю, такие какие-то карты такие, прям винегрет какой-то. Смотрите, тут какие-то сплетни, каким-то сплетням вы как гроб на сплетни ложится. И тут карта огонь, и земля, и иллюзии какие-то. Знаете, у многих просто может проиграться история о том, что вот если вот кратко вот это все мне обобщить, как будто бы у вас какой-то сейчас период жизни, где вы больше все-таки сфокусированы на себе. Многим, если в прошлом было не то, что там интересно, может, кто-то даже переживал чуть-чуть, что у вас там кто подумает, скажет, может, заботило даже мнение там коллег по работе, уже не знаю, каких-то ближних, дальних родственников, то сейчас, мне кажется, такой вот у вас период, многим может настолько наплевать, это я так лайтово, нежно говорю, наплевать, кто что скажет. Вы понимаете, что у каждого человека по факту своя жизнь. Эта жизнь настолько бывает короткая, да, все быстро проходит в этой жизни, и хорошее тем более очень быстро проходит. Как будто бы вот сейчас вам вот чужие там какие-то сплетни, мнения, вот настолько вам наплевать, я повторюсь, и поэтому, может быть, вот вы сейчас даже где-то вот вдвойне стараетесь отстоять себя. Мне так идет, девочки. Опять-таки, тут какие-то вот, как будто бы тоже у вас борются. Карта огонь и земля. Земля — это стабильность, огонь — это больше какие-то страсти, это какие-то, ну, эмоции, может быть, да. Опять, ну хорошо, карта князь, с каким-то князем связана, с каким-то мужчиной. Может быть, и иллюзия карта. Это опять-таки, как где-то идет борьба, еще прошлые какие-то программки, мысли, привязанности, может быть, по поводу какого-то мужчины, карта князь. Это, опять-таки, мужчина может быть статусный, интересный, лакомый кусочек для многих. Это как в прошлом еще, вот вы, может быть, в плену этих еще иллюзий, кто-то не до конца, ну, то есть забыл этого человека, или какие-то периодически накрывают вас воспоминания об этом человеке. Но все равно, мне кажется, это остается все больше и больше в прошлом. По карте Земля это стабильность, и вы говорите, я не хочу долго пребывать в каких-то иллюзиях, в мечтах, которые на самом деле ничего, кроме
какого-то разочарования, какого-то непонятного состояния, где я не понимаю, к чему это все идет, приведет ли это к чему-то. Вы как будто бы говорите, не хочу жить этими иллюзиями. Я хочу жить спокойной, размеренной жизнью, где я четко хочу понимать, кем я являюсь для мужчины, кем он является для меня. Ну, тут такое какое-то есть. В принципе, даже если это, тут князь все равно, у кого-то, даже если это будет не любовная сфера, это если связано там, даже если у кого-то с рабочими отношениями, в принципе, взаимоотношениями, вы больше склоняетесь к тому, что вы хотите прозрачности в любых отношениях, в деловых каких-то, там, рабочих, да, вот с партнером каким-то. Как будто бы вы за это, тут за здоровые отношения, женщина. Еще вот эта карта компас говорит о том, что вы стараетесь найти какие-то пути, пути выхода из какой-то ситуации, в которую вы попали, и рассматриваете и такой вариант. Вот как вам теперь, вот чем бы заняться, может быть, во что вам обратить эту вашу энергию внимания, фокус внимания сместить для того, чтобы в первую очередь для себя почувствовать гармонично, комфортно. Тут больше о себе. Вообще это хорошо на самом деле. Вот эта карта мне говорит, карта одиночества, карта одиночки. Но рядом принцесса, поэтому, и компас. И я хочу сказать, я не вижу опять уже, который расклад, выходят карты, почему-то мне на девочек, одиночество. Но это не то одиночество, в котором тут рыдаешь там или тебе так хотелось бы, чтобы кто-то позвонил, там, не знаю, спросил, как ты себя чувствуешь. Тут, мне кажется, вы в этом гармоничны, вы научились кайф ловить от этого. Вам самой собой интересно, вам по карте просто принцесса. Это самодостаточная женщина. Это женщина, повторюсь, с уважением относится к себе. Это об интеллекте, это самодостаточность, еще раз повторюсь. И это об умении, знаете, ловить кайф от того, что у тебя есть, получать вот это удовольствие, понимать вот в моменте, вот ты в этой ситуации какой-то ты находишься, в этом всем есть плюсы. Вот тут как-то так. Может быть, это одиночество вам сейчас дано для того, чтобы разобраться до конца, в какую сторону вы идете, какой путь вы выбираете. Вот как-то так. И мне кажется, вы на правильном пути в любом случае, девочки. Вот по этим картам кажется, вот эта вот карта компас, то есть вы можете присматриваться для себя, как будто бы вот до конца еще, может быть, как-то не оформлена, да, эта цель. Она как будто бы в воздухе вот витает где-то, вы пытаетесь, вот, может быть, это глупо, да, вообще-то чью-то жизнь, там, чью-то карьеру на себя примерить, но тут как будто аналогии какие-то есть, вы все-таки смотрите, сравниваете. Вот недавно опять в голове вот прям фраза звучит, что вам нужно найти свой путь и свою жизнь проживать, потому что, да, что такое, все иные какие-то пути, все иные жизни, все иные вот амплуа уже заняты, да, как-то так она звучит, я уже не помню дословно, девочки. Смысл такой, что вам нужно найти именно себя. Вы тут идете, вы ищете, вы умнички. Тут женщина, по-моему, в свое время слишком часто соглашалась с суждениями других людей. Может быть, была хорошей, старалась заслужить любовь, там, внимание. А что-то тут вы подустали от этого и говорите, нет, сейчас я буду отстаивать себя. Да. Такое. Как-то спокойная такая, вот, несмотря на то, что карта вроде люди ссорятся, да, и оппозиция, но все равно от этих карт как-то в такое какое-то веет спокойствием, даже гармонией. Это как бы принимаешь, это должно быть в жизни человека. Если он там не согласен с кем-то, он не должен соглашаться, он должен отстаивать свои, по идее, да, свои какие-то там ценности, назовем это так. Так. Давайте посмотрим. Женщина. Если узнали себя, вот что-то вам срезонировало, цепануло, смотрим. Итак. Что женщины говорят о вас? Что женщины думают о вас? Что говорить и думать это абсолютно разное, да?
И как вам эту информацию использовать для себя наилучшим образом. Что женщины говорят о вас, что думают о вас, как лучше информацию эту вам использовать. Так. Что женщины говорят о вас, что женщины думают о вас, как лучше эту информацию использовать вам. Так. Что говорят женщины о вас? Что думают о вас женщины? Как лучше вам эту информацию использовать? Лучше для себя. Так, что-то мне хочется вот эти вот по одной. Что говорят о вас женщины? Что думают о вас женщины? Как лучше вам эту информацию использовать? Так, начинаем. Что женщины говорят о вас? Ух ты! Как мило. Ведьма. Как мило. Ведьма, которая что-то тут кому-то доказывает, отстаивает свои права. При этом они понимают, что вы четко уверены в своей правоте. Так, интересно. Сейчас, что говорят о вас? Говорят о вас, что может быть какое-то длительное время вы, как знаете, как какой-то маленький слепой, как котеночек, знаете, который тычется носом, не может найти источник пропитания, да, ну это я так образно, вот как может метались, может до конца не знали, чем заняться, в каком-то таком подвешенном как состоянии были, но со завязанными глазами, будто бы не могли, может быть, до конца определиться. Это элементарно. Кто-то из девочек там не знал, чем заняться, может быть, там не совсем приносила радость, не совсем были довольны там профессией своей, может быть, партнером своим, вот как завязанными глазами, и не знали, разводиться, не разводиться, искать там уже новое место там работы, что делать, вот как будто бы. А сейчас вот говорят о том, что вы, смотрите, как интересно, по карте Солнца где-то даже говорят о вас, что вы эгоистичная, где-то, может быть, как ребенок могли какой-то бесшабашный такой поступок совершить, безбашенный, необдуманный какой-то, но при этом цель этого поступка по карте Штурвал, вы захотели управлять своей судьбой, уже не плыть по течению, не где-то подчиняться требованиям, может быть, кого-то, чьим-то там соответствовать, вот не знаю, стереотипам о том, как вы должны себя вести. Тут как будто бы женщина, ну где-то, ну это, знаете, как бунт, не бунт, но женщина, которая где-то наплевала на все и говорит, надоело мне, я хочу жить так, как я хочу. Вот тут, ну и это такой вы не были, вы не всегда такой были, как будто бы говорят, что раньше вы были иной, другой. При этом по карте ведьма, ну, это все равно, несмотря на то, что Солнце, я же говорю, это может быть какой-то детский даже такой поступок какой-то, но по карте ведущая, это мудрая женщина, это женщина, которая получает эти тайные знания, обладает ими. И кто-то понимает, знает, что вы там увлекаетесь эзотерикой. Эта карта первая, это тоже она говорит о том, что где-то вы уже сейчас, ну, не будете тихо сидеть там, не знаю, как сказать, под лавкой, да, и ждать своей судьбы, участи, будто бы, да нет, все, может быть, отчасти даже потому, что какими-то знаниями обладаете, меняете свою жизнь. Так, и тут вот как такой тоже интересный подтекст, вас показывает красивая очень женщина, но которая... Тут, смотрите, карта обида, исцеление, остуда. Тут больше история о чем? О том, что могут говорить, вы в свое время много сил, энергии отдавали. Кто-то партнерам, да, потому что тут такой подтекст все равно есть. Карта, вот тут встреча какая-то с мужчиной, женщина обнимается. И тут женщина мужчину лечит. Но тут я не хочу сводить там узко к тому, что прям вот
просто только мужчины. Нет, мне кажется, тут такое какое-то у вас поведение такое было. Вы больше, знаете, вот, а тут лекарь же все-таки исцеление. Это как женщина, которая отдавала много энергии, заботы, вкладывала там внимание. В принципе, отдавала людям много всего себя, приходила на помощь. Элементарно, даже если кто-то там приболел, звонили 1000 раз, может быть, там в больницу съездили. Вот как будто бы такое вот мне, вот по этим картам ощущение, что где-то вы для себя осознали, что ваше вот это вот такое классное отношение к людям, где-то желание прийти на помощь, опять-таки, человечность какая-то, а до вас дошло, что это не ценится, это воспринимается как должное, очень часто. Ну, тут так мне по этим картам. Поэтому карта обида. Мне идет такое, как будто бы карта обида. Может быть, говорят о том, что в прошлом вот такая она была, там, и добрая, и сердце нараспашку. Ну, с мужчинами у кого-то это проиграется, повторюсь, у кого-то это с коллегами по работе, с друзьями. А тут говорят, она сейчас изменилась, потому что реально столкнулась вот с чем-то с таким, что ты туда, ты как забыла, ниппель-система, да, или что-то такое, вот, когда ты туда дуешь, а назад тебе нифига. Как-то так, девочки. Вот почему-то вас такой видят женщина, которая сейчас вот это вот сердечко свое как-то оттуда, как бы охладила все свои эмоции, больше, мне кажется, эту энергию решили направить на себя по солнцу. Опять-таки, у кого-то, может быть, но говорят еще о чем могут говорить. Тут что в прошлом у вас могли быть какие-то истории, любовного характера, причем это сразу повторюсь, это почти 100% это неправда, это сплетни. То есть, эти разговоры идут о вас и о каком-то мужчине, что вы могли где-то встречаться, интим, скорее всего, с каким-то мужчиной. Как-то так. Почему-то мне это тоже показали. Но я сразу повторюсь, что это неправда. Это просто почему-то им хочется вам какого-то мужчину, не знаю, на вас навесить или приплести какие-то встречи, вот какой-то такой нюанс. Так, ангел-хранитель, о чем это? А у кого-то еще, знаете, как может пройти, вот так смешно мне прям стало, что могут говорить, что вы в прошлом с кем-то встречались, но вас типа как будто бы отвел ангел-хранитель вас от него, потому что от него вам могло быть еще больше много проблем. И как будто бы у вас тут сердце, вот остуда, как будто бы могут говорить, что как будто бы вас развели, или же вы как будто сами остыли. Перестали проявлять инициативу и желание с этим мужчиной что-либо иметь. Вот как будто бы, в принципе, что как к лучшему, как будто вас что от него отвели. А почему? Что он проблемный какой-то? Нет. Почему? Как будто бы все равно вам не судьба была с ним. Отторжение и башня, все равно разрушение. Не понимаю до конца. Бумеранги. Кто-то может быть не свободен, или вы не свободны, или он. Тоже как будто бы отношения, порицаемые социумом. Такое что-то, карта мудрость. Как будто самое умное было держаться от него подальше. Девочки, вот так вот почему-то идет. Не буду говорить, кто тут плохой, хороший. Но какие-то отношения такие, за которыми, в принципе, или мужчина, за которым наблюдают, вот, и за вами наблюдают. То есть вам кости моют периодически, карта метла. Но это сплетни, это то, что не имеет под собой действительно какого-то реального, вот, не знаю, там, событий каких-то нет под этим, за этим. Тут как будто как краешком вы прошлись. Вот, почему-то вам тут какой-то роман приписывали, но при этом говорят, что как будто бы это как началось, так вот вы то ли это закончили, то ли вас боженька отвел от этого всего, потому что все равно ничего там не было хорошего. Как-то так, девочки. Вот это говорят о вас. При этом ведающая, при этом какие-то такие карты, говорящие о том, что вы очень изменились, и тут объясняют почему, потому что в прошлом какой-то, может быть, даже такой, не то, что там жертвенный, проигрывали какой-то вариант, но в принципе приходили на помощь всем, как будто бы заботились о многих, а тут потом, может быть, вы когда попали в какую-то не очень хорошую ситуацию, не буду говорить тут бедственную или какую-то, но неприятная могла быть ситуация какая-то,
И тут в один момент вы могли осознать, что вы только всем, а вас даже никто не спрашивает. Как будто бы, и уже не точно там элементарное слово поддержки, там, то, в чем вы реально нуждались, никто не сказал. Или мало людей сказали. Или сказали те, совсем не те, кому вы в свое время помогали, там, или как-то проявляли участие к их судьбе. Вот тут вот какой-то такой может быть подтекст быть. Ну, что вышло, то вышло. Вот это об этом говорят. Так, давайте смотрим, что на самом деле думают о вас. Вот ваша сигнификация вышла. Ух ты, какой микс. Вот почему-то опять какой-то идет такой вот тут прям рассказ. Давайте вот отсюда я начну, потому что оно прям так мне прям считается, бросается. Это связано как-то с вашими друзьями. Это люди думают, вот женщины, нет, женщины думают, да, о чем они думают? О том, что в вашей жизни были люди, которые позиционировали себя как друзья, да, товарищи, да, или которых вы считали, как, что они ваши друзья. Но почему-то тут идет такое с вашей стороны ужасное разочарование в этой дружбе, в этих людях. Почему-то как будто бы люди могли... Вот эту карту я не буду тут алкоголь читать, что там кто-то злоупотребляет или там напился и про вас гадости рассказывает, да, хотя можно так сказать. Но тут как будто бы вот карта первая еще сокрытие вышла, человек одевает кожаные латексные перчатки. Как будто бы какая-то вполне возможная информация, которую вы доверяли, о себе рассказывали, да, она могла, благодаря этому так называемому другу, выйти на поверхность и стать достоянием публики. Это одно, может быть. Второе, даже, скорее всего, информация о самом человеке, которого вы считали другом, о его истинном отношении к вам, это какое-то как предательство с его стороны, где человек в один момент мог переметнуться на сторону не обязательно ваших врагов, как будто бы, знаете, как отстраниться от вас. Ну, предательство разного рода. Вот как будто бы вот что-то тут такое. Человек мог как-то совершить, он как это все слово какое-то сказать, как-то себя повести так очень некрасиво. Как будто человек выбрал, я говорю, другую какую-то иную сторону. Тут, по-другому я не скажу, предательство какое-то. Карта крест — это как то, что он совершил, этот человек. Может быть, эти люди как-то в отношении вас. Назад ты тоже не перемотаешь, и это, простить, эти какие-то громкие слова пафосные, там, прости, отпусти. Это все можно, но только уже теряется смысл в самом общении, в самой дружбе, в самом вот этом каком-то, знаете, нежном, таком трогательном тандеме, да, если вы с кем-то были в связке. Доверие уже утеряно, и смысла дальше в этих отношениях уже как будто бы нет. Это и опять какое-то тайное разочарование. Скорее всего, разочарованы вы в людях. Да, тут не в одном, кстати. Тут может быть целый какой-то то ли коллектив, то ли группа лиц, да, подруги какие-то, может быть такое быть. У кого-то это мужчина проиграется, я не думаю. В общем, ладно. Собака, друзья. В любом случае, как в каком-то человеке, в какой-то группе лиц вы были, считали себя частью этого, допустим, то ли коллектива, то ли себя олицетворяли с ними, как будто бы у вас общие были какие-то, может быть, цели, увлечения, могли разговаривать на одни и те же темы, как-то так общаться. А тут в один момент как будто бы все для вас стало открытием, неприятным разочарованием и открытием, что люди просто, похоже, тогда вами манипулировали. Людям, когда удобно, они с вами дружат, когда неудобно, вы стали чем-то неудобно, они от вас отреклись, отвернулись, и все. Тут какое-то такое есть. Это вот это то, о чем они думают в отношении вас, что вы вот такое вот прожили, вот это вот. Как будто бы вам ничего иного не осталось, как будто бы, смириться с этим. Тут карта подчинения, цепи вокруг шеи. И где-то для вас это стало очень болезненным, понятно. И, вы этому подчинились, и
приняли, да? Тут какое-то и унижение еще есть, девочки. Что маска. О, Господи, о чем это? Видимо. Ваша карта. У кого-то элементарно идет, они думают, вот думают женщины о том, что вокруг вас оказались женщины, люди, которые вам на самом деле завидовали вашей привлекательности. Карта букет и ваша карта. Ну, где-то у кого-то молодости, где-то желанию жить, радоваться, ухаживать за собой. Вот тут как-то так. Люди рядом с вами были, которые как за маской скрывали свои, ну, не очень какие-то там в отношении вас, как это сказать, эмоции, да, мысли даже в отношении вас. То есть вы где-то доверчиво их подпускали к себе, ну, где-то так. У кого-то тут ревность даже какая-то может быть. Если какой-то мужчина, там, не приведи Господи, интересен не только там, или вы интересны там какому-то мужчине. Тут женская зависть, ревность какая-то еще. Тут вот о вас думают, что вы рядом с собой под боком приютили каких-то гадюк, женщин, которые в отношении вас в один момент могли проявиться себя и где-то причинить вам боль. Тут боль, предательство. В любом случае вы получили негатив, разочарование. Ну, почему-то мне это прям так вот вышло. Женщина, которая очень болезненный опыт получила. От подружек, от каких-то, как это там сказать, товарищей, да. Может, по работе коллег. Такое какое-то. Так, тут какой вас, что думают о вас, да, мы же смотрим. Думают о вас, что на самом деле у вас интересно так сочетается, видите, дуальность, черное и белое. То есть не в том плане, что вы там и ангел, и демон, хотя тут такое тоже, кстати, выходит. Где-то вот, ангел и демон. Вы очень интересная личность, вы многогранна, вы привлекательна. Опять вышла карта вот эта вот. Райская птица, женщина, которая вдохновляет. Понятно, что будет и женская зависть, и где-то желание, может быть, даже в чем-то подражать вам. Какие-то, может быть, считывать, вот как там, не знаю, манера общения, может быть, умение, опять-таки, миксовать там одежду, элементы одежды. Может быть, ну, у каждого свое, девочки. Тут есть восхищение вами, есть зависть, есть желание, опять-таки, как-то чему-то от вас набраться такому, что в будущем женщинам кажется, что это пригодится, это интересно, это может пригодиться. Да? Вот как-то так вот. То есть явно не серая мышка. При этом, говорю, почему тут и черная, и белая, вот такая какая-то интересная очень. Потому что для вас, сейчас я выговорю, наряду с тем, что очень важна семья, вы можете быть заботливой мамочкой, замечательной женой, любовницей, к деткам хорошие отношения, прям трепетная такая осознанность уже есть. Для вас семья это очень важно. При этом сохраняете вот эту вот какую-то манкость красивая, привлекательная. А по карте дьявол вообще, это же, смотрите, тут дьяволица, и тут на заднем плане мужчина с такими выпученными глазами, такой офигевший, о, такое я еще не видал. То есть вы искусная можете быть соблазнительницей, если вам это нужно. У вас вот это есть манкость, у вас есть вот это вот какая-то такая, ну не знаю, девочки, вот, ну ангел и демон, что вам скажу, вот я думаю о вас, вот такая вот женщина. При этом карта аисты, на самом деле можете быть внешне вот такой привлекательной, там, роковой красоткой, а для вас на самом деле очень важна карта аисты, это дом, семья, какие-то хлопоты элементарные, домашние. А потом в один момент, бабах, вы можете развернуться и сказать, так, все, мне надоели эти уже не знаю, что там, пудинги какие-то, супы, борщи, еще что-нибудь. Надоели мне запеканки, все, я сегодня с девчонками иду там куда-то отдыхать, танцевать до упора, без всяких последствий. Просто хочу развеяться. Ну, такой какой-то вот у вас такой характер, то ли вот почему-то вас такой воспринимают. Даже не вижу, что какие-то перекосы есть. Вот такая вы какая-то. Вот могу быть и ангелом, и демоном. Вот как-то так, девочки, интересно. Привлекательная, манкая, непонятная где-то, а где-то абсолютно понятная. С вами можно на какие-то темы такие поговорить.
которые касаются опять-таки семьи, воспитания детей, может быть, взаимоотношения между супругами. Тоже вы можете дать какие-то ценные советы, интересные. И это реальное какое-то. Это не то, что там вы из книг начитались. Это то, что вы применяете, то, чем вы живете, в чем вы живете. Вот как-то так. Тут интересно очень. Это вас так думают женщины. Думают, что очень интересная женщина. Как минимум, общаясь с вами, можно научиться чему-то действительно интересному, действительно тому, что и пригодится в будущем, да. Чтобы даже интересно подсмотреть за вами какие-то вот моменты, как вы живете, как вы проживаете, как вы реагируете. Научиться можно, да. Так, давайте дальше смотрим. Как эту информацию применять вам? Ух ты. Угу. Девочки, а почему-то тут показано вам, что вы где-то беспечно относитесь. Может быть, понятно, что вы уверены в себе. Это хорошо. Ну, говорят, что вы не совсем недооцениваете это женское содружество, скажем так. Это мое любимое выражение, да, когда встречаются девочки, говорят, двое говорят: о, привет, дорогая, привет, друг друга показательно в щечку целуют, да, потом сплевывают за спиной и говорят: против кого мы сегодня дружим, да. Это может быть действительно опасно. Тут вы можете недооценивать эти женские какие-то сплоченные коллективы, да, где-то воспринимать, что, ну, я ж там особо, допустим, никому дорогу не перехожу, и чё, ну ладно, смотрите, это о чем? Мне так идет. Как вы правильно эту всю информацию вам использовать? Вам говорят: вы умничка, вы правильно делаете, вы мечтаете о чем-то новом, у вас тут куча планов, и не один. Вы, ну, как будто бы идете, как на всех парусах, надеетесь лучше в жизнь получить, руки не опускаете, это все классно. Но при этом говорят, карта Луна, вы можете столкнуться, это знаете, как... Это как айсберг, да? Вы видите только верхушку айсберга, а на самом деле угроза находится под водой. Так вот, и по Луне вы можете вот эти ваши планы не всегда реализовываться так, как вы хотите, и, может быть, вообще не реализоваться из-за каких-то нюансов, которые вы не учитываете. А нюансы эти заключаются в элементарном женской какой-то зависти. Карта в том, что вы можете там рассказывать там кому-то о себе. Карта стена, и тут стены имеют уши. Элементарно даже где-то себя как-то так повести. Королева воздуха. Королева воздуха в данном тут контексте. Видите, женщина, которая задрала юбку, показывает пятую точку. Это такой типа посыл: да нафиг вы мне нужны, я вообще к вам не прислушиваюсь. Я своей дорогой иду, дайте мне дорогу. Да. Можете даже того сами не желая, вы транслируете какой-то свой, ну, интеллект, понятно, тут, ну, какое-то даже превосходство, девочки. Вот как будто бы вот вам между строк совет: аккуратней с этим. Я не говорю, что вы там должны себе, ну, окружающим пытаться доказать, что вы там какая-то, знаете, какой-то стереотип тупая блондинка, да, ха-ха-ха. Ну, что с меня взять, я же девочка, я же тупая блондинка. Нет, тут не это. Тут просто как будто бы поаккуратней где-то. Вот вы там, у вас какие-то мечты, цели есть, и говорят, что этими мечтами не нужно делиться. Тут, похоже, вообще ни с кем не нужно делиться, девочки. Ну, извините, мне так идет. Почему-то вот Луна — это все-таки тоже женский покровитель. С женщинами точно не нужно делиться особо. Нет, почему-то они будут, вот ваши мечты, они и цели, если они узнают, они почувствуют себя какими-то, ну, знаете, не то, что там вторым сортом, ну, как будто бы вы себя как-то им может показаться, что вы себя несете выше них. Тут прям чуть ли не королева, которая наплевать на них. Опять-таки, вот эта карта букет, это тоже красивые такие цветы, распустившиеся, да. Но говорят, где-то в моменте даже вот какой-то вот показано, вот вы можете себя так вот преподнести. Тут даже какая-то зависть к вам. Даже вот у вас еще не будет того результата, девочки, вот эти вот мечты какие-то у вас, цели.
ну, не знаю, там мечтали вы себе какую-то фирму открыть, да, какой-то проект замутили, или мечтаете, только разрабатываете, и вы поделились с кем-то, этот кто-то случайно там донес, там рассказал, услышали, я говорю, вот видите, стены имеют уши. И вы столкнулись с такой завистью, вы еще не получили этого результата, еще там вот этот проект, бизнес не реализовался, еще фирма не принесла ни копейки, еще фирмы нет. А тут уже будут люди завидовать тому, что какие у вас будут там эти, не знаю, вот эти вот доходы, там уже не знаю, что благодаря этим доходам вы себе позволите там какой-то новый образ жизни, лучший, будете цвести и пахнуть. Тут зависть такая, капец просто говорят. И карта неравенства. Это тоже говорит о том, что недооцениваете вы. Вы можете там, ну, показали вы эту пятую точку, отвернулись от кого-то и вообще там, ну, типа как поставили кого-то на место, да, что, ну, мне от тебя ничего не надо, что тебе надо от меня. А потом это столкнется с тем, что этот человек может как-то, ну, как-то так перекрутить эту всю ситуацию, информацию так преподнести. Против вас будет не один уже человек, а вот такая глыба. Видите, как тут борец с умой, какой-то маленький, он замечательный, этот борец. Как говорят, один в поле не воин, да? Тут вы можете стать жертвой даже какого-то как заговора, жертвой вот тут элементарная женская в данном случае зависти. Аккуратно, стены имеют уши, еще говорю. И опять-таки, как использовать эту информацию? Ну, тут опять-таки зависть какая-то и всадник. Ну, тоже про себя, про мужчин, уж тем более про какие-то романтические встречи ни в коем случае не рассказывать. Там, про свою бурную, там, не знаю, жизнь, хотел сказать, молодость. Про желание там где-то с кем-то. Тоже тут что-то тоже такое, как будто бы не нужно, девочки. Потому что всадник это какая-то такая связь романтическая, сексуальная. И тут жаба рядом, ну не нужно, и карта лилия. Будто бы вам могут потом приписать непонятно что и непонятно какие там эти свидания. Может, вам оно по барабану, но по факту тут почему-то карта, мне карта, двое черных лебедей терзают белого. Кто-то может стать жертвой вот этих вот каких-то даже зависти, разговоров ненужных. Но в любом случае, говорят, вам это не нужно. В любом случае, получается, нужно аккуратней как-то поменьше с кем-то делиться, поменьше посвящать даже кого-то в это, дабы не вызвать зависть. Ну, это то, что карты вам советуют, а поступать, понятно, вам. Живете свою жизнь. Только вам и решать, как ее проживать и жить прекрасно и счастливо. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за то, что вы со мной. До новых встреч.